Багажник у машины большой, если бы не гибридная батарея. Бензин для этой машинки я заливаю самый дешевый, он в принципе нормально подходит сюда. Значит, и вот сейчас посмотрим на расход. В остальных всех случаях не обращался. Почему? Потому что дорого. Ну просто здесь такая, я бы сказал, дебильная штука, это управление. Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о американской машине, точнее о машине, которая сейчас находится в Америке. Есть такой замечательный канал «Рулим за бугром», его автор Петр. Всем привет, ребята! Петр меня зовут, и я вас сегодня приглашаю в солнечную Калифорнию. Хотя, когда смотрю сейчас вокруг, ну какая она солнечная, пасмурно. У нас лютая зима, декабрь месяц, и поэтому немножко пасмурно сегодня. Мы решили снять совместное видео. Будем говорить о машине Ford Mondeo или Ford Fusion по-американски. Но самое главное, самое интересное в этой машине, то, что это машина гибрид. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравится видео. Пишите вопросы, если есть какие-то по гибридам и вообще по машинам. Так, ну что, погнали. Кстати, ссылка на канал Петра будет в описании. Можете перейти, посмотреть. Петр не так давно, в принципе, переехал в Америку. Работает в такси, в Uber в Америке, на разных машинах. Много чего интересного рассказывает и про машины, и вообще про жизнь свою при переезде. Поэтому переходите к нему, посмотрите обязательно потом его видео. Ну а пока начнем, наверное, с первого, самого главного вопроса, который всегда задаю. Когда купил машину, почем ее купил, какой был пробег? Итак, вот машина, о которой мы сегодня говорим. Ford Mondeo по-русски, 2014 года. Значит, я ее купил 1,5 года назад. 2018 год, примерно июнь месяц. С какой машины пересел на эту машину? До этого я катался на Infiniti GX35 2013 года. Это типа такой джип. Черный, тоже на ней работал, как бы в блэках, катал блэки. Вот. Потом купил эту машину просто, чтобы экономнее, чтобы пересесть в такой в класс подешевле, обычный, регулярный Uber катать. Когда выбирал эту машину, на что обращал внимание, какие были вот какие-то критерии выбора? То есть, что было важно при выборе? Честно сказать, никаких критериев не было, кроме одного. Один критерий, мне нужна была гибридная машина, потому что я езжу много. И просто-напросто, чтобы машина была там без всяких отмотанных спидометров, без всякой вот такой, скажем так, ерундистики. Я взял эту машину, она мне просто подвернулась. Потому что не сразу надо было деньги платить, можно было там через месяц примерно оплатить. Плюс была нормальная цена, плюс было идеальное состояние. Был один владелец у машины. Она тогда мне обошлась 10 500. Все вместе, со всеми документами, со всем оформлением. В принципе, это хорошая была цена. Примерно, ну, скажем так, на рынке такого же плана года с таким же пробегом можно было машину чуть-чуть дороже купить. Значит, пробег был на ней 70 тысяч. Для меня был у нее один хозяин, она работала на государство, и один из чиновников катался на этой машине. После него эту машину купил я. Так, ну и после того, как она попала ко мне в руки, она поехала работать в Uber, в такси. Ну, не знаю, кто как считает, но я думаю, что, в принципе, особенность работы в Uber в том, что, понятно, ты проезжаешь большой километраж, и в том, что ты следишь за машиной, потому что машина должна быть чистая, чтобы клиентам нравилось. Какой двигатель, какой расход топлива? То есть, интересно, конечно, гибрид сколько кушает. Двигатель в этой машине 2-литровый гибридный, достаточно мощный, коробка передач CVT. Все ее как бы ругают, но в принципе она неплохо отрабатывает себя, хотя опять-таки на фордах это, здесь по крайней мере в Америке, это больное место, слабое место фордов, это их коробки передач. Вот здесь такой небольшой мониторчик. Бензин для этой машинки я заливаю самый дешевый, он в принципе нормально подходит сюда. Значит, и вот сейчас посмотрим на расход. Расход здесь показывает, вот смотрите, 36,3 милли на галлон. Это средний расход, который показывает эта машинка. Вот сейчас на ней 156 тысяч миль. Я ее брал, было 70 тысяч миль. Это что получается? 86 тысяч миль я проехал за 1,5 года именно на этом автомобиле. Расскажи про комплектацию твоей машины, что в ней есть вообще?
Комплектация была простенькая, это гибридный Ford Mondeo. Машина серая снаружи, серая внутри. В этой машинке простой тряпочный салон. Тряпка немножко светлая, сейчас уже темновато из-за тонированные стекла, поэтому плоховато видно. Но в принципе это то, что, ну, скажем так, мне не очень нравилось, ну как есть. Комплектация гибридная, значит, она получается здесь в Америке. Есть самая, то есть максимальная комплектация, это этот титаниум. Это просто гибрид. Вот. Гибридная машинка. Значит, и комплектация SE, если не ошибаюсь. Ну, короче, простенькая. Расскажи про багажник, то есть насколько хорош, насколько большой багажник на этой машине. Так как ты работаешь в такси на этой машине, ну, наверное, это для тебя важно было при выборе. Багажник у машины большой, если бы не гибридная батарея. Вот эта гибридная батарея, вот эта ступенечка, она украла тут багажник серьезно. Значит, поэтому багажник такой же, как у Camry, или, как вы по-русски говорите, Camry. Вот, значит, но вот эта гибридная батарея ворует место очень сильно. Ну, то же самое и у Camry, кстати. Значит, запаска. Давайте посмотрим на запаску. Я сам не знаю, какая она тут. Ага, вот такая запаска. Как вам запаска? Нету здесь запаски вообще. Просто нету. Опять-таки, запаска здесь напрямую зависит от комплектации. В этой комплектации у меня запаски нет. Ну и мне никогда не приходилось, в общем-то, менять запаску. Один раз, когда у меня колесо уже все умерло, но я был рядышком возле магазина, я просто доехал и выкинул колеса, поставил новые. Вот так. Как ты выбираешь резину для машины? То есть какие-то предпочтения по марке или просто приходишь в магазин, то есть, ну, какая есть, такую берешь? Так, как я выбираю резину на этот автомобиль? Да как только нахожу хороший дил, так и покупаю. На самом деле, то я всего один раз покупал сюда резину. Здесь у меня сейчас стоит Bridgestone. Вот, какая тут модель уже не видно. Но опять-таки есть видео у меня на канале, можете поискать, если кому интересно. Вот один раз поменял сразу все 4 колеса, поставил новую резину на эту машину. Что ломалось на машине? Во сколько обошелся ремонт, если что-то делал? Так, ну что, я в принципе в основном какие-то ремонты в этой машинке мы делали сами. Тут по сути никаких ремонтов не было. Ну то есть там тормозные колодки. Нет, даже, кажется, не менял я тормозные колодки. Ну масло поменять. Вот. Один раз тут есть такое понятие в Америке, recall. То есть, короче, компания Ford обозначила, что в этой машине есть какая-то ошибка. Я заехал, там, оказывается, какая-то гайка была некачественно, прикручен руль, что ли. Вот они мне поменяли. Это единственный раз, когда я обращался к официальному дилеру. В остальных всех случаях не обращался. Почему? Потому что дорого. Ну и не знаю, опять-таки, здесь вопрос еще такой, что, наверное, где-то я вот, ну, не было у меня опыта такого. Как-то дешевле было обращаться к частникам или самому кое-что делать. Но здесь как бы самый дорогой ремонт, который может быть в этой машине, это коробка передач. Потому что если она полетит, то, понятно, это вылезет в несколько тысяч долларов. И поэтому эти машины здесь как бы, ну, до 100 тысяч их держат. И потом, кстати, дилер официальный, у него есть официальная, короче, программа, по которой в случае, если до 100 тысяч миль, это там сколько, 160 тысяч километров, у машины есть проблемы с коробкой передач, то они просто бесплатно вам ее поменяют. Вот что интересно, американцы дают 100 тысяч миль гарантию на коробку, да, на вариатор, в данном случае ЦВТ. А у нас в России дают 100 тысяч километров гарантию. Но 100 тысяч миль это 160 тысяч километров. То есть, видимо, важнее не мили и километров, важна сама цифра 100 тысяч. Самый дорогой ремонт, который я здесь делал на этой машине, наверное, это была замена масла, что ли, $20. Больше вроде бы ничего мы тут и не делали. Масло всегда заливаю только Mobil. Кстати, вот что-то загорелась лампочка Check Engine. Надо проверить. Был ли в ДТП, то есть сделали после этого? Значит, этот автомобиль никогда в ДТП не был. Ни до меня, ни со мной. Значит, у меня с ней была одна только ситуация. Я первое время немножко ставил ее в аренду. Она работала в аренде, ну, совсем немного там. И вот у меня ее угнали. После аренды, короче, женщина не вернула.
Опять-таки, если интересно, посмотрите видео на моем канале, я рассказывал, как это происходило. Значит, то есть машина была в угоне, и после угона она вернулась, конечно, скажем так, в не очень хорошем состоянии. Но там царапина на фаре, это как раз таки сделала та женщина, которая брала ее и использовала. Дальше сиденье, все было очень-очень таком грязном, ну, скажем, плохом состоянии. Нам пришлось ее долго тут вычухивать. Короче, наводить порядок, чистить машину. Вот, ну, в принципе, она как бы вернулась в нормальное состояние, хотя какие-то там следы немножко там на сиденьях пооставались. Ну, вот таким образом. Она была в очень-очень таком, скажем так, в плохом состоянии. И я записывал видео о том, как я ее чистил, как там выводил вонь из этой машины. Какие плюсы на этой машине ты бы отметил? Ребята, звукоизоляция в машине просто бомбовская. Вот за что ее любят американцы. Потому что она тихая и мягкая, очень комфортная машина. Очень удобно сидеть сзади, на заднем сиденье, на переднем. Поэтому американцы очень любят эту машину. Мягкая, комфортная машина, удобная для поездок на дальние расстояния. Еще одна классная штука в отношении коробки передач здесь. Это вот это, я не знаю, как называется эта система, ну, короче, когда ты поднимаешься наверх на горку, и это в Сан-Франциско особенность этих горок такая, что очень часто ты просто-напросто останавливаешься, ну, просто вот под таким углом, когда машина, я не знаю, сколько это, 45 градусов или сколько там будет, угол, когда машина стоит просто в таком положении, что она должна катиться назад, и вот здесь ты просто-напросто останавливаешься, нажимаешь на тормоз, и после этого, когда ты бросаешь тормоз и начинаешь трогаться, машина просто не шелохнется, ни капли не покатится назад. Ты просто нажимаешь на газ, и она плавно пошла. Здесь ты имеешь в виду противооткатную систему, помощь при подъеме. Классная штука, кстати, на многих автоматах, вариантах это есть. Сейчас и на механике это ставят. Если вообще вы выбираете машину, особенно начинающие водители, это очень клевый помощник для вас будет. Здесь еще одна классная вещь, это как она трогается. Она просто стартует, во-первых, тихо, бесшумно, во-вторых, очень, ну, резво, я бы сказал. У машины огромные карманы в водительской и в пассажирской дверях. Просто огромные. Посмотрите видео на моем канале, я там запихивал туда, не знаю сколько там, 8 бутылок с водой. Просто запихивал, очень много вмещается, очень большие объемные карманы. Ну, на первый взгляд, стоит клевая аудиосистема. На твой взгляд, насколько она хороша? То есть, довольна ли музыка вообще? Так, значит, музыка у машины. Музыка у машины нормальная, все было в порядке. Вот в последнее время стала она как-то, левая колонка, немножко рыпеть. Да, я ничего не добавлял по музыке, вот как оно шло родное, так и было. Какие минусы ты хотел бы отметить на этой машине? Может быть, какой-то минус самой модели, может быть, минус какой конкретно твоей машины? Из недостатков машины. То, что у нее окна, вот, в принципе, они, ну, я бы сказал, маленькие. То есть, в принципе, если сравнивать, например, там, с другими машинами, даже с той самой Camry или с тем же самым Приусом, то окна здесь маленькие, и обзор от этого маленький. То есть, ну, неудобно смотреть на перекрестках, иногда можешь просто пропустить машину. Особенно если тонированные стекла, как у меня, то это опасно. Это то, что моей жене очень не нравится в этой машине. Это, конечно, вот этот, как сказать, окна, они такие узкие. Хотя, в принципе, симпатичная, да. Еще один момент вот для меня, как для таксиста, который работает в горном городе, это вот длинная база у нее. Это тоже как бы для меня было проблемой, потому что когда ты с горки на горку с какими-то перепадами заезжаешь, то обязательно будешь цепляться бампером. Да, еще в отношении музыки, точнее в отношении управления музыкой. Ну просто здесь такая, я бы сказал, дебильная штука, это управление Bluetooth. То есть тебе нужно нажимать на кнопочку вот на эту на руле, говорить Bluetooth аудио, после этого она подключается, и, короче, каждый раз ты просто-напросто должен вот заново запускать. А если особенно, ну, как наш брат не всегда хорошо говорит по-английски, и она тебя не понимает, а иногда даже хорошо говоришь по-английски, но она все равно тупо тебя не понимает, тупит, и в конце концов ты просто паришься с тем, чтобы включить Bluetooth сюда на машину. Тонировка на заднем стекле, видите, какая, да? Что-то там она, видно, плохо затонировали, пошли пузырьками, и вот на боковом стекле вот здесь, ну, совсем жестко.
Для меня было особенно жестко, потому что клиенты садились в машину, и каждый пытался эти пузырьки лопать. Да, вот здесь фара немножко поцарапана. Вот так, в принципе, все нормально, все в хорошем состоянии. Вот такая машинка. Один из последних вопросов. Купил бы ты еще раз эту машину? То есть, зная об этой машине то, что ты знаешь, купил бы ты еще раз? Купил бы я этот автомобиль еще раз? Трудный вопрос. Если бы нашел хорошее предложение, может быть, и купил бы. Какие советы могу дать? Ребят, не надо эту машину долго держать. Если у вас там уже лично больше 100 тысяч, ну, если вы сами любите ремонтировать, копаться в машинах, да, тогда пожалуйста. Какую следующую машину ты хочешь? То есть, какая следующая машина твоя будет? Вот это мой следующий автомобиль. Но о нем поподробнее в следующих видео. Поэтому подписывайтесь на канал Автохозяин, чтобы ничего не пропустить. Потому что самое интересное, господа, все впереди. Переходите по ссылочке на мой канал «Рулим за бугром». Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.